Ребят, всем привет! Я решил ввести новый формат на свой канал, а именно интервью. Первым гостем стал NoName, наш новенький стример. Не забудьте написать в комментариях, как вам гость и мой новый формат. Подскажите, что добавить, изменить. Буду очень признателен. А теперь приятного просмотра. Итак, привет, NoName, расскажи немного о себе. Я свой твоего ника, есть история, поделись. Всем привет, меня зовут Сергей NoName. Стример, блогер, программист, семейный человек, человек, который увлекается DIY, увлекается 3D-печатью, увлекается психологией, увлекается еще кучей всяких тематик с искусственным интеллектом и созданием видео, монтажом, рисованием картинок, подбором музыки. История никнейма достаточно старая, просто из-за склада характера не люблю я рассказывать о себе, не люблю я называть свое имя, по крайней мере, на тот момент не любил, и отсюда, собственно, и никнейм. Как вообще узнал об игре? Как долго играешь? Узнал об игре от одного из блогеров, DIY-щиков, плюс еще очень любил сериал по викингам. Вот так и получилось, что в игру пришел в 2019 году и так тут и остался. Продолжаю играть, не унываю, продвигаю именно эту идею, то что какие бы сложности не были, их можно преодолеть. Что больше всего привлекает в нашей игре? За что ценишь ее? Больше всего в игре нравится социальное взаимодействие людей, сплочение коллективов, и вообще вот эта вся социальная составляющая, развитие, нравится достижение каких-то своих целей и, допустим, целей кланов, в которых я играю. Всего их было 4, не очень я часто перелетал, первые 3 года вообще сидел в одном из ГОСов. А потом уже нелегкая помотала по всему белому свету. Взаимодействие с другими кланами, приход в большой крупный клан. Это были плюшевые войны. Этот клан до сих пор есть. Этот клан определенный статус занимает среди остальных кланов. Но практически год, 9 месяцев, если быть точным. Да, 9 месяцев. 9 месяц уже прошел, 10 идет. Игрок клана Разрушителей кланов. Расскажи, какие сложности были в начале ведения твоего канала? Пожалуй, наверное, с подбором контента очень сложно было поначалу. То есть я не знал на самом деле, что снимать в начале. Я не думал о канале как о блоге, на котором бы просто рассказывал о себе. А потом уже появились какие-то обращения от зрителей. Там же потом появился телеграм-канал. Таких прям больших сложностей и не было. Поделись с аудиторией. На что делаешь больше уклон в своих видео? Познавательный, развлекательный контент? Может быть, что-то еще? Видео стараюсь в основном мотивировать продолжать развиваться, потому что от многих слышу, что это невозможно, это очень сложно, или то, что на донате все построено. Нет, показываю, что не только донат, но и желание, рвение. Плюс ко всему, там с механиками стараюсь показать какие-то особенности, которых, возможно, никто не слышал никогда. А стримы в основном проходят за общением. Иногда провожу конкурсы. Я, скажем так, выражаю благодарность своим зрителям за то, что они поддерживают комментариями, поддерживают, приходят на стримы, общаемся. Поэтому как-то для них стараюсь немножечко сделать что-то приятное. А как ты пришел к стримингу? К стримерству пришел через боль, тернии и желание помогать. Стала такая большая, значительная цель донести, что развиваться можно всем, достигать каких-то успехов можно всем. И вот тут уже
начались первые попытки именно разобрать механику, именно постримить и порассуждать об игре, и, возможно, кому-то помочь в каких-то сложных ситуациях. 3 совета начинающим стримерам. Никогда не останавливайтесь. Делайте видео интересными, спрашивайте свою аудиторию, все ли делаете правильно, благодарите всегда своих зрителей. 3 совета новичкам в игре. Не торопиться. Эта игра на самом деле в долгую играется. Не отчаиваться никогда. Отчаяние бывает, делает пагубные вещи, и дойдя до какого-то момента в сражении, например, соперник уже понимает, что у него войск мало, а вы уже опустили руки и сдались. И тем самым, если бы еще чуть-чуть, еще немножечко усилий приложили бы, могли бы его победить, потому что у него, например, войска кончились. Такое тоже бывает. И третье. Объединяйтесь, пожалуй, в большие кланы. Я стараюсь продвигать вот эту вот историю, чтобы молодых начинающих игроков брали в кланы. Пока с трудом это происходит. Но какие-то сподвижки есть. То есть в Разрушители мы набирали людей, которые именно фермерами, так называемыми, занимаются вещами, которые там могут заниматься, конечно, и бойцы, но чем больше людей этим занимается, тем, скажем так, активнее клан. Это на мой взгляд. А поделись планами развития в игре на канале. Может быть, будешь вводить что-то новое? Есть очень много планов в плане анимаций, в плане дизайна стримов, вот, где бы можно было легко общаться, где бы можно было показывать именно игровой процесс, ну и в дальнейшем вещи, связанные с музыкой. То есть это все, если сплести, то получатся такие музыкальные анимированные ролики. Нам будет очень интересно узнать, что нового ты бы хотел видеть в игре. Это очень много всего. Я бы хотел видеть развитие экономической составляющей. У нас есть много гардов, которые дают военные показатели, и всего лишь один показатель, который дается экономический. Тем самым, собственно, игроки бы могли намного легче развиваться, в какой-то момент догонять ребят, которые донатят побольше. И вообще вся игра, построенная на войне, это как бы хорошо, но есть еще экономические вещи, и в БК они присутствуют, и во многих ивентах присутствуют, но в развитии это направление не сильно развивается. Что еще бы хотел? Может быть, я придумал в другой момент какие-то другие доводы, но на данный момент, мне кажется, вот именно этот момент в плане экономического развития в игре без доната. Нет, возможно всякие вещи там донатные, которые помогут ускорить экономическое развитие. То есть в игре, например, за 6 лет пропал такой термин, как монорез, хотя он раньше очень был полезен и очень помогал игрокам развиваться. Я когда-то, 5 лет назад был держателем банка клана, занимался как раз экономическими вопросами, помогал ребятам развивать монорез, помогал, вот все игроки в клане скидывались туда ресурсами, стояли на монорезовых сетах, строили одинаковые там поместья и, допустим, лесопилки в моем случае, потому что я лучником играю. Вот, и тем самым зарабатывались ресурсы, и по мере необходимости они распределялись внутри клана, и тем самым продвигалось развитие. Наверное, это и все. Спасибо большое за внимание. С вами был NoName. Всем пока.